Всем привет, дорогие мои друзья! Рада вас снова приветствовать на канале Мари Арт Живопись маслом. Меня зовут Марина Бердник. Сегодня мы напишем с вами таких вот ярких, замечательных бабочек. Сюжет очень простой. Я думаю, должны все справиться, кто возьмется рисовать данную работу. Холстик 30 на 40, не чертила, ничего, то есть будем по ходу дела компоновать наших бабочек. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И мы с вами начинаем. Кисть вот такая вот щетинка. Разбавитель использую сегодня тройник. Беру белила, голубую ФЦ, немножечко черной туда. Такой не сильно темный, такой серо-голубой оттеночек делаем. Довольно-таки много красочки наносим. Ну как, не прям жирным слоем, но чтобы красочка присутствовала. Добавляю еще в этот же замес черненького, белил, такой более серенький. Видите, такими вот короткими мазками, разнообразными. Наношу еще сюда же белил, кармин, более такие нежно-фиолетовые, грязноватые оттенки. То есть разнообразно, так пятнисто заполняем. Еще голубой, еще кармина, более такой яркий фиолетовый. Ну, тоже яркий, как в меру. Сильно краску не вымешиваю, пытаюсь ее там на холсте гонять кисточкой, да, и чтобы разнообразные оттенки были. И так вот играю, где-то еще добавила белил голубой, где-то таким фиолетоватым оттенком. Вот сделала голубой, белила коричневый, такой зеленоватый немножко даже получился. Еще белил голубой, карминчика чуть-чуть. Снизу более голубенький. И вот так вот закрыли. Немножечко добавлю розовых пятен. Беру мастихин вот такой вот. В принципе, любой мастихин можно. И плоско положили его. И начинаем придавливать красочку. Она ложится более ровным слоем. Оттеночки лучше объединяются. Получаются плавные переходы. Периодически мастихин протираю и объединяю полностью по всему холсту прохожу. Видите, они мягче становятся, переходы, такие более воздушные. Как бы приглаживаем. Беру голубую ФЦ, коричневый, в этот замес там белила есть такой вот бирюзовый, не бирюзовый оттенок получается, он для моря красивый. И такие вот темные пятна наношу кое-где, чтобы были не только светлые, но и темные. И опять-таки вот плоско мастихин ставлю и втираю их как бы в предыдущие, чтобы были плавные переходы, края прорабатываю, видите, сплавляю с предыдущими оттенками. Также немножко добавляю желтеньких пятнышек. Бабочки у нас будут желтые. И вот хорошо, чтобы было желтое в фоне. Он чуть-чуть начинает с голубым зеленить. И ничего страшного, пускай зеленит. Беру теперь белилки. И так вот короткими мазочками, разнообразненько наношу такие вот узор такой. Заполняю. Сильно на темные пятнышки не захожу. Там у нас бабочки все равно будут. А здесь вот по фону прохожу. Тонким-тонким слоем тоже краски немножечко набираю. Совсем чуть-чуть. И этот же белый слегка тоже приглаживаю. Получается такой пятнистый, мраморный какой-то фон.
напоминающий даже такое морозное окно. Влажная салфеточка и протираем наших бабочек. Вот смотрим, сначала намечаем самую главную, да, первую бабочку. Помещаем ее не в середину холста, это важное условие, то есть куда-нибудь сбоку. То есть я вот эту вот картинку вообще нашла в интернете, но там был вертикальный вариант, без вот этих брызг, всего этого. Это уже по-своему доработала, переделала, сделала горизонтальной ее. То есть за идею взяла мотив, цвета приблизительно бабочек оставила, а остальное все уже как бы по-своему. Наметила одну бабочку, протерла. Пальчик, салфеточку периодически меняю, потому что она, когда пачкается, уже плохо стирает. Одна внизу вон боком бабочка, вот здесь небольшая. Здесь будет боком немножко видно бабочку. Просто протираем как бы красочку. Вот здесь тоже будет бабочка. Меняем им немного направление, чтобы они не были все в одну сторону. Вы можете свою цветовую гамму для этих бабочек, для фона подобрать. То есть вообще без разницы. То есть пофантазировать можно и нарисовать их любые. Этой же салфеточкой голубая ФЦ с черным вот между бабочек втерла. Для чего? Для того, чтобы у нас яркие желтые бабочки на темном фоне смотрелись ярче. Нанесла и мастихином эту темную красочку придавливаю. Чуть-чуть попадает на бабочек этот цвет, ничего страшного, как бы все это перекроется. Слой очень-очень тонкий. Кисть щетинка вот такая с закругленным краешком. Беру белила желтенькую и начинаю довольно-таки пастозно прорабатывать нашу главную бабочку. Если красочка туго ложится, можно слегка добавить тройничка. И будет более жидко. Ну, видите, да, пастозно остаются такие даже полосочки. Крылышки большие на кончиках слегка заостряю, чтобы интересно было. Вы можете также посмотреть в интернете, да, какие есть бабочки, формы бабочек, именно расцветки, сделать их как бы, пофантазировать свои. Это уже будет ваша работа, то есть как бы... сам процесс, да, как бы этапы работы взять отсюда, а дальше уже как бы пофантазировать свое сделать. То есть без проблем. Оранжевым цветом от серединки к краям такие вот оттенки наношу. Карминовое оттеняю крылышко. Еще более белесый желтый, вот здесь бабочка посветлее. Я их буду менять несколько раз, что-то добавлять, исправлять. Но на данном этапе, в принципе, их можно оставить. Как бы вот дальше увидите, что я буду с ними экспериментировать. И как бы в любом варианте они были хороши, в принципе. Но мне чего-то хотелось, неизвестно чего. Я, то есть, их... переделывала всячески. Ну, в общем, можно было и не переделывать. Чистым кармином закрываю вот край крылышка дальнего видно и большое здесь. И вот маленькое такое интересное сначала кармин, а на краешке белесый оттенок и плавненько как бы их соединяю. Беру белилки и большое крыло с правого края делаю посветлее. Добавляю по чуть-чуть, сделала плавную растяжечку. Еще добавляю, то есть постепенно высветляю. Черненьким чуть-чуть теневую. У этой бабочки нижнее крылышко тоже решила так заострить. Следующая бабочка тоже через карминчик. До конца к телу не дохожу.
Забыла сказать, что движения, крылышки все вот к серединке, да, как цветочек мы к серединке, так и крылышки тоже вот движемся к тельцу, к серединке. Оставляю небольшие участки, там у нас будет светлый белый цвет. Вот навстречу ему прокладываем светленький. Кисть постоянно протираю, потому что, видите, пачкается. И постепенно стараюсь высветлить, поярче сделать серединку. Голубую ФЦ немножечко беру, краешек делаю, у нее крылышко такой вот, смешивается он с кармином, и получается такой темный, сложный фиолетовый. Вот пальчиком взяла, нанесла белилки и опять растягиваю. Если тяжело, так, допустим, скользко, да, можно это место протереть салфеткой и уже в протертый слой добавить белого. То есть будет попроще, поярче. Белым цветом наношу вот здесь бабочку, мы ее потом прорисуем, она где-то там прячется за остальными, и видим мы только вот краешки крылышек. То есть тельце мы тут тоже прорисовывать ничего не будем. Беру по краешку, делаю такие вот карминовые оттеночки. Немножечко совсем краски, чтобы такая дымчатая была. Вот здесь тоже беленькую нанесу. Тоже одно большое крылышко, маленькое видно. Голубая ФЦ с кармином, такой фиолетоватый оттенок получается. Тоже краешек ее сделаем интересным, почему бы и нет. И плоско кисточку ложу, делаю такой мягкий переход. И в эти мягкие переходы уже можно по краям более такие резким движением пятнышки поярче сделать. Здесь вот карминовые. Не по всему крылу, а вот видите, да, вот чуть-чуть, там буквально 2 мазочка и все. И в этой бабочке у нас будет видно еще краешек переднего крыла большого, немножечко совсем. И также карминовой добавляем. То есть слегка его показываем, да, очерчиваем. Извиняюсь за лай на дальнем плане. Охрана охраняет. Здесь вот бабочка тоже немножко будет видна. Желтоватые. Беру белый, там уже смешанный с желтым, такой бледный-бледный. Такие крылышки. То есть, чтобы они тоже разные были. И вот красненьким также высветлила. Ну и добавлю, вот захотелось мне, я их не протирала. Не хватает чего-то. Добавлю 2 белые маленькие бабочки. Такие мотылечки. Тоже, смотрите, видите, повернула ее как бы в бок. И следующая, ну вот как-нибудь вот здесь. Чуть-чуть другие крылышки более остренькие сделала, то есть разные. Коричневый с черным на край кисточки набираю и вот так вот провожу тельце, головушку. То есть не в один большой мазок какой-то, а как бы несколько раз прикладываю, чтобы такие были фрагменты тельца. У этой нижней бабочки тельце так изогнуто красиво. Легенько на белых бабочках нанесла, тельце показала. Кисть лайнер, жиденько делаем красочку черный с коричневым и прорисовываем усики. Поставили точечку и самым краешком повели к головке усик. Усики тоже делаю так вот, стараюсь разнообразно как-нибудь, чтобы они интересные. Маленькие, коротенькие у этих бабочек. У этой вот усик, она такая вообще интересная, пускай загнутый будет. Ну, потом я его сотру, переделаю. У этой бабочки тоже вот усики. То есть, видите, вот на этом этапе, в принципе, бабочек можно оставить. Они, в принципе, и так хорошие. Но нет. Я решила добавить более яркого в середину. То есть, такая работа эксперимент. Вы можете, в принципе, оставить на этом этапе. И уже
перемотать, как бы там, где мы забрызгиваем все, и будет тоже очень даже хорошо. На края добавляю белого. Кисть щетинка такая уже небольшая, плоская. Вот это крылышко посветлее делаю. Здесь еще высветляю. Желтоватых оттенков добавляю. Смягчаю края бабочек. Пока кисточкой, щетинкой. Потом мастихином буду. Для того, чтобы у нас большая желтая бабочка была главной героиней, надо, чтобы эти были как бы на втором плане. И вот их контуры надо тогда сделать мягче. Беру оранжевый, краешки крылышек, делаю поярче. Видите, в принципе, и так можно оставить. Чистый желтый добавляю. Где-то светлее желтый, да, на крыльях, где-то поярче, тоже разнообразно. Вот добавляю оранжевый от серединки. Потом мне перехотелось серединку оранжевой этой бабочки, потому что получается как бы две одинаковые. И я перекрыла это все дело белым цветом. То есть экспериментировала. Добавила белых пятнышек на края, потом пятнышек таким вот оранжевый с кармином на крылья. На одно, также зеркально повторяю на второе. Еще посветлее делаю эту бабочку. Эту еще высветляю. Сюда белых пятнышек на крылья. Тельце возвращаю. То есть и так вроде бы, да, неплохо. Опять смягчаю, делаю мягкий переход от светлого к темному. Вот здесь добавлю чуть-чуть остренькое крылышко. Под этой бабочкой желтый цвет добавила, такой он зеленоватый, темный, грязный. Нанесла под бабочкой и мастихином вписываю плавно. Вот затерла усик, потому что он мешал делать плавный переход. Оттеняю где-то между бабочек, чтобы они под такой теневой, да, были и как бы ярко смотрелись. Вот здесь тоже пятно просилось более темное, чтобы не в одной половине были эти темные пятнышки. Возвращаю вот здесь усики. Вот такой даже вариант мне больше нравится. И теперь я все это дело решила пригладить мастихином. У этой тоже краешки крылышек поярче оранжевого чуть-чуть добавила. И мягенько приглаживаю их. И по этой тоже, в принципе, неплохо, да, получаются такие вот полосатые крылышки, светлые, темные там оттеночки. Здесь беленький растягиваю, то есть все крылышки приглаживаю. На главную бабочку белых поярче наношу. Здесь уже надо пастозно наносить, чтобы белый меньше смешивался с желтым, сильно не давить. То есть прорабатываю вот эту фиолетовую нижнюю бабочку, хвостики, не хвостик, крылышко, краешек интересный делаю. Здесь плавный переход на крыле.
Также прижимая мастихин, просто вот между собой цвета перемешиваются. Здесь тоже мягенькие переходы делаю, интересные какие-нибудь. И вот теперь я решила все края бабочек, кроме главной, списать с фоном, как бы растушевать их, чтобы они у меня ушли на второй план, то есть не было четких границ. Это зрительно отдаляет бабочек. И аккуратненько прохожу, списываю все края. Где-то работаю прям самым кончиком мастихина, круговыми движениями, такими легенькими, коротенькими. Делаю переход с фоном. Также белых бабочек приглаживаю, чтобы такой пастозности не было. И видите, когда они стали такие вот края более дымчатые, эта желтая бабочка автоматически стала более ярче и ближе к нам. Вот все, пытаюсь эту высветлить бабочку. Прорабатываю усики, где стерла. И вот беру, теперь понадобится растворитель White Spirit. Жидко-жидко делаю белила, кисть щетинка и вот так вот набрызгиваю пятнышки белые. Стараюсь сильно на главную бабочку не попадать, а так вот по фону. Где-то прям большое скопление точечек, где-то поменьше. То есть с какой силой вы будете пальчиком разбрызгивать, так и будет получаться. Как бы маленькие точечки, либо крупные. И вот так вот движениями, сбрасывая с кисти, стараясь на белую не попадать. Но тут уже сложно, там уже как брызгнет, так брызнет. Вот еще немножко внизу добавила, поверху. Ну, то есть смотрю, где вот в уголок, да, хочется пятнышек, и как бы целюсь. У меня дочка, когда увидела, сказала: мне бы так красиво брызгать. Вот такая работа получилась. Такие бабочки. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на канал. Я желаю всем отличного настроения, солнечных дней, ясных всегда. Я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.